Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео я предлагаю разобрать высокие технологии мегалитической цивилизации. Сразу отвечу на вопрос, зачем это нужно. Дело в том, что существуют основные принципы мироздания, которые гласят, что если человек не знает настоящего прошлого, значит он не имеет и своего будущего. Именно поэтому мы изучаем настоящее прошлое человечества для того, чтобы у человечества было его будущее. И в это будущее мы смогли взять все самое лучшее из прошлого и не повторять ошибок прошлых цивилизаций, которые привели к их гибели. А нам же в современности говорят, что наша цивилизация самая высокоразвитая. Раньше никаких цивилизаций таких не было, что мы сейчас выше всех по технологиям. Хотя те же технологические остатки древних цивилизаций, в первую очередь мегалитические, говорят о том, что это совершенно не так. И то, что эти останки присутствуют по всей Земле, говорят нам о том, что эта цивилизация действительно была всемирной, но даже ее высокие технологии не позволили ей выжить, и она погибла. При этом оставила нам бесценные артефакты, которые сейчас есть по всей Земле. Самый известный артефакт — это, конечно, пирамида Хеопса. Опять же, она стоит немым укором современным так называемым ученым, потому что древние люди при помощи вроде бы простых инструментов строят сооружения высотой в 45 этажей. То есть то сооружение, которое мы вроде бы научились строить совершенно недавно, при этом используют блоки весом от 2,5 до 80 тонн. То есть это делают люди, которые вроде бы не обладают никакими-то высокими технологиями. Но мы сегодня даже не можем понять, зачем они это делали, не говоря уже о том, чтобы построить эти сооружения, причем в тех местах, в которых они действительно должны стоять. И строить их нужно в определенных местах, определенно ориентировать, то есть уметь все это делать, обладать этими знаниями. И пирамиды, которые дожили до наших дней, как практически целый, то есть наименьше пострадавшие сооружения этой мегалитической цивилизации, показывают нам, что мы очень мало знаем о нашем прошлом, поэтому мы его сами изучаем. При этом, опять же, те же ученые лукавят, когда говорят, что нет никаких данных о том, как строились пирамиды или хотя бы они ремонтировались. На самом деле, опять же, в том же Египте во многих храмах существуют подобные изображения, где показан процесс или строительство, или восстановление пирамид, но суть этого процесса, что он делается фактически по бетонной технологии. Притом интерес наш вызывает то, что строители сами, мягко говоря, мало того, что они блондины, как минимум половина строителей блондины, но это уже бог с ним. Вопрос в том, что они имеют рост чуть выше того, к которому мы сейчас привыкли. Обратите внимание на вот эту красную стрелку, где я выделил, что строители ремонтируют или строят новую пирамиду так, что сам строитель достает головой до 4-го высокого блока. То есть есть и маленькие кирпичики, есть высокие гигантские блоки, и сами строители гигантского роста. То есть для того, чтобы доставать головой фактически до вершины 4-го этого гигантского блока, нужно быть метров 5. Это видно хорошо на современных картинах, когда обычный человек стоит с такими блоками, то есть, пускай 1,60 м ростом, то для того, чтобы достать до 4-го блока головой, то нужно быть примерно 5-метрового роста. То есть, свидетельства о подобных гигантах в прошлом существуют во множестве, то есть, вполне возможно, технологии были хоть и простые, но исполнители были немножко выше ростом. Насколько немножко? Как минимум от 3-4 метров и выше. Насколько выше, опять же, я сейчас покажу. Самое интересное, что подобных мегалитов, монолитных сооружений в Египте хватает. Вот вам Асуанский так называемый незаконченный обелиск, который не взяли, скорее всего, из-за того, что он просто треснул. Но нас интересует то, что вообще-то, если бы он не треснул, его бы строители использовали, то его бы вес составил примерно 42 метра, а масса около 1200 тонн. То есть масса этого блока намного превышала бы те блоки, те строительные материалы, которые мы используем в современном мире. А о чем это говорит? О том, что
технологический уровень и возможности строителей древности были выше нашего. Конечно, вполне вероятно, что и сами строители были чуть повыше. То есть, если все стандартные обелиски до этого найдены были примерно 30-метровые, а на этой картине два строителя легко и просто устанавливают эти 30-метровые обелиски, то и сам рост строителей примерно метров 30. Казалось бы, это фантастика, но мы знаем прекрасно, что еще 1000 лет назад была легенда о Святогоре, который был ростом 50 метров. Я уже показывал в предыдущих моих видео, что подобные люди являются выходцами как раз с нашего Солнца. Все ссылки на материалы в описании, а то, что легенды подобные присутствуют по всей Земле, говорят о том, что эти люди жили и существовали по всей Земле в определенные периоды времени, конечно. Но нельзя отрицать тот факт, что не просто технологии, но и сами строители были другие. Плюс в этом обелиске нам интересно то, что если заглянуть под его основание, мы увидим, что он фактически не вырезан, а фактически выплавлен. То есть это технология плавления материала, плавления породы, может звуком, может каким-то излучением. Я вам сейчас все покажу, потому что, на мой взгляд, подобная технология применена и в этом туннеле где-то в горах действительно Ближнего Востока. Он найден и видно, что он как бы проплавлялся, то есть те же самые борозды, вот посмотрите внизу. И все это позволяло убирать породу, при этом делать туннель устойчивым как раз, сразу и обработанным. Поэтому он и существует еще до нашего времени. Те же самые технологии плавления мы видим и возле легендарного города Петра. То есть видно, что стены эти проплавлены. Да, действительно, может, попадались какие-то породы более твердые, их просто убирали, отсюда такие выемки оставались. Но видно, что эта стена действительно искусственно обработана, то есть проплавлена, убрано то, что лишнее. Опять же, строителям это не мешало, они применяли эти технологии, и, скорее всего, это технологии именно мегалитической цивилизации, которая могла позволить себе обрабатывать гигантские мегалиты, гигантские монолитные блоки, ну, в том числе вот стены проплавлять на ту глубину, на ту, которая им нужна. Ну, то же самое уже вырезать храм из скалы, это вообще была не проблема. Ну, по сравнению с нами сегодняшним, представьте, сколько бы это стоило затрат. И опять же, обратите внимание на людишек, которые входят в гигантские двери. Зачем такие гигантские двери для человека, который ростом, 2 метра, 2,50, а высота дверей там, 6 метров. То есть как раз прекрасно туда войдут гиганты, например, 3-4 метровые, то есть до 5 метров прекрасно любой гигант сюда войдет. А значит, и технологии строительства, и строители были выше и в прямом, и в переносном смысле, и в технологическом уровне, и в плане роста. То же самое мы можем наблюдать на Ближнем Востоке во множестве, когда приходит строитель, вырезает из гигантского блока то, что ему нужно. И вот, пожалуйста, может, они так тренировались. То есть никакой проблемы нет в том, чтобы обработать валунчик, который весит тысячи, а может даже десятки тысяч тонн, и оставить то, что им нужно. Притом таких вот тренировочных центров или обработанных валунов там огромное множество. То есть ученые говорят, что это делалось при помощи молотка, кувалды. При этом молоток и кувалды, скорее всего, даже не были железными, а медными. Ну, пускай они попробуют в наше время это сделать, тогда и посмотрим. А скорее всего, просто применялись другие технологии. И они, в принципе, настолько высокие, нам непонятные сегодня. Так что можно назвать их магическими. Хотя это просто технологический такой уклад именно той мегалитической цивилизации, которая, например, могла легко и просто разрезать подобную скалу. Опять же, в Саудовской Аравии. И здесь видно, что никакой молоток и кувалда точно не применялись. То есть был какой-то инструмент, который легко позволял разрезать многотонные блоки, причем оставлять их в таком состоянии, чтобы показать нам сегодняшним, что технологии были повыше, может даже повыше наших технологий сегодня. А это значит, что мы о прошлом Земли и технологиях, и строителях практически ничего не знаем. А раз ничего не знаем, значит обречены повторять их ошибки. Поэтому нужно все это дело изучать, просвещаться, и расширять кругозор современного человека, чтобы он не был как у той лошади, у которой надели шоры и показывают только то, что хочется для того, чтобы эту лошадь эксплуатировать до бесконечности. Поэтому, когда мы находим свидетельство о чудесном черве Шамире,
в источниках прошлого, мы уже не удивляемся, потому что этот шамир разрезал камень не сам по себе, а излучением, которое от него исходило. Согласно древним источникам следует, что надо было просто держать шамир напротив нужного места. Излучение, исходящее от него, резало камень. Ну, его сохраняли в шерстяную вату, в свинцовом сосуде, наполненном ячменными отрубями. То есть очевидно, что у него была какая-то радиоактивность. То есть это либо какой-то лазер, который работал от того же ковчега завета, либо это какое-то звуковое устройство, которое разрезало камень. То есть поэтому и становится понятно, как получилась та скала в Саудовской Аравии. Опять же, та же Храмовая гора в основании содержит гигантский монолитный блок, который весит примерно 517 тонн. И тут же вот я красными стрелками его выделил. Но и сверху тут же идет уже совершенно другой технологический уровень. Уже видно, что это восстановленное сооружение. Притом его восстанавливали те, кто находился намного ниже технологическом уровне, чем изначальное строительство этих объектов. То есть показывает, что они существовали, были разрушены и опять восстанавливались. Но таких же блоков множество, опять же, на том же Ближнем Востоке. Так, храм, на котором воздвигнут храм Юпитера, там в юго-восточной стене 9 рядов каменных блоков, каждый весом более 300 тонн. О чем это говорит? Это говорит, скорее всего, о том, что тот же храм Юпитера, его, скорее всего, в наше недавнем прошлом не возводили, а восстанавливали. То есть, до этого там был храм, который стоял как раз на этих мегалитах. Его просто восстановили, как смогли, скажем так. Потому что в северо-западной стороне этого храма строены 3 самых больших в мире известных обработанных монолита. Ну, законченных уже. Их называют трилитон или чудом 3 камней. Эти камни имеют длину 29 метров, высоту 4, толщину примерно 3,6 метра. То есть вес этих гигантов составляет от 800 до 1000 тонн. И обратите внимание вот на эти дырочки в этих камнях, то есть, скорее всего, они используются именно для транспортировки. То есть, когда эти камни есть в необработанном варианте, вот как в 10 минутах хождения от того же Баальбека, этот монолит в 1000 тонн, он еще не готов к транспортировке, нет этих дырочек. То есть, считалось, что, опять же, это один из самых больших блоков, но раскопки показали, что с ним рядом находится еще один блок, который весит 2000 тонн. То есть это, по крайней мере, то, что нам известно, то, что нам разрешено знать. И опять же, это показывает технологический уровень древней цивилизации, которая могла добывать, обрабатывать, транспортировать и строить из подобных блоков. Нам же это совершенно недоступно. То есть, даже если мы приложим все свои усилия и знания, то 1000-тонный блок, может быть, как-то еще и сможем переместить. А вот 2000 тонн это уже точно нет. То есть таких пока историй с перемещением таких масс пока мы не имеем. Тем более поставленным на поток. Но существует еще Яншанский карьер, опять же в современном Китае. И он славится своей негабаритной незавершенной стелой. Причем она там не одна. То есть там в этом карьере вес самого маленького мегалита 6000 тонн, среднего 9000 тонн и самого крупного 16 тысяч тонн. Китайцы говорят, что они их вырубили из ближайших скал. Зачем вырубили, куда они их хотели, чем рубали, они так и не говорят. Но факт в том, что сами эти скалы тоже обработаны. То есть тот, кто это делал, он находился совершенно на другом технологическом уровне, не видел никаких проблем в получении, использовании таких мегалитов. А то, что существуют замки на этих мегалитах, говорит о том, что это замковая технология. То есть один мегалит вставлялся в другой мегалит. То есть и на основании этого строились какие-то гигантские сооружения, защитные, военные или космопорты. Вопрос, конечно, открыт, но факт остается фактом, что у нас еще много чего находится под землей и засыпано, скорее всего, водами потопа. Об этом же говорит тот же мегалит из Японии, который находится близ городка Такасага. Его вес примерно 500-600 тонн. Но суть же в чем? Во-первых, он идеально сбалансирован, потому что он до сих пор не отвалился. А во-вторых, это замковая технология. Вот я красной стрелочкой выделил. То есть этот мегалит берется и вставляется в подобный мегалит. И они держатся от своего веса, а не от того, что там раствор. И опять же, их масса гигантская позволяет сделать это сооружение устойчивым. Какое сооружение? Защитное, я же говорю. Или это космодром, или это какой-то форт.
неизвестно, но факт о том, что они применялись для массового какого-то строительства, что дает нам возможность сделать вывод о том, что на Земле раньше существовала мегалитическая цивилизация. И подобные мегалиты, опять же, в той же Японии существуют, там замковая технология, то есть один мегалит вставляется в другой, то есть это технология, поставленная на поток, используемая много раз. То есть где эти сооружения? Раз их нет, раз их мы не видим, они либо засыпаны, либо уничтожены, а такой силой уничтожить такие сооружения обладает только фактически всемирный потоп. То есть именно у него бы хватило силы их разбросать, разметать, уничтожить. А такой мощности потоп мы знаем о нем то, что это произошло 13 тысяч лет назад, когда погибла вторая луна Земли Фата, когда погибла Атлантида в Атлантическом океане и континент Му утонул в Тихоокеанском регионе. То есть такая глобальная катастрофа. И, скорее всего, тогда и перестала существовать мегалитическая цивилизация, но мощность тех технологий позволяет им существовать, этим остаткам, и сегодня, что мы их находим по всему миру. Это опять же та же Япония. Мы видим, что этот мегалит, блок монолитный, готовили куда-то забрать, то есть его обработали, но уже как бы не успели применить. Поэтому он остался для нас немым свидетельством технологий того времени. Хотя технологии того времени, скорее всего, и до наших дней дожили, просто их уже не смогли или не было возможности применять. Например, мы их видим как так называемую магическую технологию во времена строительства моста Рамы. Что это значит? Это значит, когда по легенде рост строителей все еще достигал 80 метров, опять же. То есть это легенда, это не мы придумали, это написано так. И факт в том, что они брали эти гигантские скалы, делали на них надпись. Им посоветовал это бог океана. Вот перед вами один из камешков, сохранившийся как раз в одном из индийских храмов. На нем видна надпись, и этот камень не тонет в воде. То есть для того, чтобы перемещать, например, гигантские блоки, их как-то вырезали, закрепляли, например, писали на них определенную надпись, блок терял свой вес, до того веса, который им нужен был, и его транспортировали, устанавливали, и как бы все могло быть получаться намного проще, чем мы можем себе представить. То есть применялись магические технологии, то есть технологии такого уровня, которые нам непонятны, и мы их воспринимаем за магию. Хотя на самом деле, как вы видите, они простые, намного проще, чем можно даже себе представить. То есть гениальность в простоте. В Индии тоже есть мегалиты подобные, но я выбрал самые интересные, то есть видно, что подобные сооружения, скорее всего, проплавлялись, отливались, то есть есть литье, вот как эти замковые ворота с определенной технологией. Опять же, есть проплавление. В Индии много есть мегалитов, все ссылки на материалы в описании, как всегда, перейдите, познакомьтесь. Ну и в Сибири тоже сохранились мегалиты, о них известно еще меньше, потому что вы знаете, официальная позиция тех, кто называют себя историками, что Россия как бы не историческая территория, здесь ничего нет, поэтому подобные строения, где использованы обработанные мегалиты весом сотни и даже тысячи тонн, никому не интересно, кроме исследователей, а значит мы не знаем, что же реально происходило, мы не знаем своей истории, то есть, а это нужно изучать, иначе мы просто не будем иметь будущего. Здесь видно, что обработанные камни весом в 1000 тонн прекрасно использовались жителями, в данном случае Сибири, а значит и по всей территории России подобные элементы есть. Просто нужно изучить свой регион и понять, где же они сохранились, потому что наша территория тоже много раз подвергалась катастрофам. И, конечно, большая часть мегалитических сооружений погибла на этой территории. Часть из них сохранилась, что мы и находим, поэтому нужно каждому изучить свой регион для того, чтобы понимать, а какое же было настоящее прошлое, кто жил, какие события происходили, как бы нам это не повторить, хотя использовать самое лучшее. Такие же остатки этих технологий есть и на Кольском полуострове, когда видно, что мегалиты весом 1000 тонн прекрасно изымались и использовались в строительстве. Строительство чего? Да, различных сооружений, тех же пирамид, ступенчатых пирамид, других сооружений, опять же, защитных сооружений, защитных стен, может вполне вероятно дамб, опять же, космодромов. Все это я покажу в следующих видео, где видны следы присутствия этих космодромов, которые используют для общения с другими цивилизациями. В том числе и какие-то подземные сооружения.
Самое интересное, что следы этой мегалитической цивилизации есть и в Америке, что говорит о том, что цивилизация была всемирной, потому что если ты сможешь производить подобные обработку камня, то почему ты не можешь перемещаться на большие расстояния. Эта статуя называется Тлалока. Найдена она как раз близ такой же горы в Мехико и весит 168 тонн. Самый большой существующий обработанный монолит в Америке. Ее действительно нашли, вот теперь ее показывают. В таком состоянии она была, когда его нашли. То есть, можно сказать, современные ученые бы нам сказали, что вот индейцы там от нечего делать решили при помощи непонятно чего вырубить это все из цельного куска породы. Ну, теперь понятно, что это дело мегалитическая цивилизация, которая была всемирной. И следы ее присутствуют не только в Мексике, но в Перу. Опять же, мое мнение четкое, я его не меняю. Перу — это именем Перуна, сокращение, которое досталось этому региону. Почему здесь и находится одно из основных мест силы, почему здесь и остались остатки этих мегалитических технологий. Опять же, обратите внимание, камни сотни тонн, опять же, замковые технологии, опять же, то есть те же технологии, то есть технологический уклад, который это делал один и тот же. Опять же, замковые технологии, десятки, сотни тонн, множество камней. Опять же, все разрушено. Опять же, скорее всего, из-за той катастрофы, войны, которая произошла, предположительно, 13 тысяч лет назад. Потому что именно 13 тысяч лет назад произошла самая мощная катастрофа. И именно после этого мы большую часть мегалитической цивилизации и потеряли. То есть, перед нами жалкие остатки гигантских сооружений. А то, что эти сооружения гигантские, они были рассчитаны на противостояние природным катаклизмам, но не выдержали как раз войны богов, назовем это так. Самый известный как раз Юрам-Руки, необычный древний артефакт из Перу. Опять же мы видим замковую технологию, опять же видим сотни тонн веса, и опять же он с чем-то даже стыковался, то есть был каким-то элементом еще большего сооружения, которое было разрушено, несмотря на свои высокие технологии. И разрушено, опять же, скорее всего, именно из-за войны богов. Давайте сделаем выводы. По всему миру существуют мегалиты и монолиты, обработанные каменные блоки, их вес превышает сотни, а иногда и тысячи тонн. Это остатки высокотехнологической мегалитической цивилизации. Единые мегалитические технологии присутствуют в Сибири, Японии, Китае, на Ближнем Востоке, даже в Америке, что говорит нам о том, что мегалитическая цивилизация была всемирной. Это и позволило ей оставить следы своих технологий по всему миру. Прошли тысячи лет, а мы сегодня не в состоянии понять и повторить технологии получения мегалита весом 1000 тонн и более. А для мегалитической цивилизации это был обычный строительный материал, что говорит о высоком уровне знаний мегалитической цивилизации и ее распространению по всей Земле. При этом небольшое количество остатков данных мегалитических технологий говорит нам о гигантской катастрофе, которая охватила практически всю Землю и привела к полному уничтожению именно мегалитической цивилизации. Такая по масштабам катастрофа случилась 13 тысяч лет назад. В ней погибли вторая луна Земли Фата, утонула Атлантида и континент Му в Тихом океане. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.